Всем привет! Совсем недавно мы увидели отличный смартфон Sony Xperia 5 III, который собрал в себе все передовые наработки японской компании. Смартфон Sony Xperia 5 III получил экран на 6,1 дюйма, OLED с разрешением Full HD, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888, а также 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 флеш-памяти. Ну и конечно же тройную основную камеру с оптикой Zeiss. Но также Sony не забыла про простых пользователей и анонсировала новый смартфон среднего ценового диапазона. Я говорю про Xperia 10 III. Как мы можем догадаться из названия гаджета, это третья модель линейки Xperia 10. Первую модель мы увидели в 2019 году. Вы должны понимать, что это первый Xperia среднего класса с возможностью подключения 5G. Основные фишки смартфона Sony Xperia 5 III это достаточно неплохой процессор Snapdragon 695G, OLED-дисплей с поддержкой HDR10, частота обновления 60 Гц, защита от влаги IP68, съемка с частотой 10 кадров в секунду с автоматической регулировкой экспозиции для каждого кадра. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Большим плюсом является, что смартфон получил 6-дюймовый экран с технологией OLED. Это матрица из микроскопических полимерных светодиодов, каждый из которых самостоятельно испускает свет. OLED-матрицы состоят из трех типов светодиодов: красного, синего и зеленого. Дисплей поддерживает HDR10, но вот единственный минус — это частота обновления изображения. Тут она всего 60 Гц. Ну, для кого-то это, можно сказать, и плюс. Соотношение сторон 21:9. Разрешение, как и у всех конкурентов, 1080 на 2520 пикселей. Что немаловажно, смартфон стал куда более компактнее, чем предшественник. А именно на 3 мм короче, а также на 1 мм уменьшилась толщина. Размеры корпуса составляют всего 154 на 68 на 8,3 мм. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 6-го поколения. Такое стекло выдерживает 15 падений с высоты не более 1 метра на твердые поверхности. Ну или почти твердые, что в 2 раза лучше показателя Gorilla Glass 5-го поколения. Кроме того, смартфон соответствует степени защиты IP68. Показатель гарантирует полное предотвращение проникновения пыли и возможность погружения в воду на глубину 1 метра. Такие телефоны служат значительно дольше. Дополнительным аргументом за приобретение является возможность подводной съемки. Такой режим актуален для любителей отдыха на море. Ведь очень и очень удобно взять с собой телефон прямо в море. Компания Sony не изменяет себе уже который год. Почти во все свои смартфоны устанавливает разъем 3,5 мм для подключения наушников. Данный гаджет не стал исключением. Также Xperia 10 III получил поддержку LDAC и Hi-Res Audio. Напомню, это цифровой звук высокого разрешения. Главным преимуществом аудиофайлов с высоким разрешением, безусловно, является превосходное качество звука по сравнению с сжатыми и стандартными аудиоформатами. Ну и гордость компании Sony — это, конечно же, основная камера. Модуль основной камеры смартфона объединяет 3 сенсора с разрешением 12 мегапикселей, главный 8 мегапикселей, широкоугольный и 8 мегапикселей телефото. Во многом это копия старшей модели с рядом упрощений. Например, нет TOF модуля, что сделало невозможным новую реализацию следящего автофокуса. Тут старое прочтение этой функции. Сердцем смартфона выступает мощный энергоэффективный процессор Snapdragon 695G. Напомню, Snapdragon 690 сохранил конфигурацию мощных, а также энергоэффективных ядер 2+6. Qualcomm удалось интегрировать новейшие высокопроизводительные ядра Cortex-A77, что привело к повышению производительности на 20% благодаря микроархитектурным улучшениям. Тактовые частоты 2 ГГц для Cortex-A77 и 1,7 ГГц для Cortex-A55. Что касается графического ускорителя, то и здесь в кристалл интегрирован новый блок Adreno 690
L, что привело к еще большему приросту производительности до 60% по сравнению с Snapdragon 675 предыдущего поколения. Память используется та же LPDDR4X с поддержкой двух 16-битных каналов. Смартфон получил 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ расширяемой флеш-памяти. В смартфоне установлен аккумулятор емкостью 4500 мАч, который заряжается до 50% за 30 минут с мощностью 30-ваттного адаптера. Sony Xperia 10 III выпускается в черном, белом, синем и розовом цветах. Ну что же, ребята, конечно же, данный смартфон получился очень и очень интересным. Самое главное, сколько он будет стоить, ведь от цены зависит все. А как мы знаем, компания Sony никогда не делает свои гаджеты доступными для простых пользователей, потому что их даже самый бюджетный смартфон в разы дороже, чем, например, Xiaomi или Redmi. То есть вы должны понимать, что все-таки за компанию Sony нужно заплатить. Какие мы имеем преимущества? Это, конечно же, вытянутый экран. Если мы посмотрим на презентацию, то можно увидеть, что компания Sony всегда хвалит свои камеры, но мы должны понимать, что все-таки данные камеры не дотягивают до уровня, например, компании Samsung или Redmi или Xiaomi даже. С чем это связано? Потому что компания Sony делает бизнес на датчиках. Они продают свои датчики другим производителям, и они намного лучше снимают, чем их гаджеты. С чем это связано? Конечно же, с деньгами. Вот и все. Конечно же, мы получим действительно неплохой процессор Snapdragon 690. Да, экран подкачал, потому что 60 Гц в 2021 году это вообще никуда не годится. Full HD, ладно, еще можно прожить. Но вот 60 Гц это, на мой взгляд, не сильно топовое решение даже сейчас, даже не топовое. Сейчас компания Redmi выпускает свои бюджетники, которые имеют 90 Гц, 120 и так далее. С чем это связано, я не знаю. Все-таки компания Sony это отдельный бренд, не для всех. Вот и все, ждем данный смартфон. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.